Здравствуйте. В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе. Мы, как всегда, говорим о самых главных событиях в мире футбола, делая упор на российский, безусловно, чемпионат, то, что нам ближе сейчас. Да и интересно, в самую такую горячую фазу вступили матчи чемпионата России, премьер-лиги российской и, конечно, прошедший тур, ну, просто не мог не порадовать тех, кто не только болеет за какой-то определенный клуб, но и которые вообще люди любят футбол и российский футбол в частности. Вот такие матчи, которые состоялись в минувшие выходные с участием ЦСКА и Спартака Московского, а также Анжи Махачкалинского и Московского Динамо, они, конечно же, вселяют даже в тех людей, которые уже махнули рукой на чемпионат России, на российский футбол, таких, к сожалению, немало, даже в них какую-то надежду вселяют такие матчи. А те, кто любит российский футбол, следят за ним, конечно же, для них это аргумент еще раз и еще раз сказать о том, что есть матчи в чемпионате России, которые не уступают матчам в английской премьер-лиге, в испанском чемпионате, в чемпионате Италии и так далее. Ну, давайте сегодня сначала поговорим о таком классическом дерби, московском дерби Спартак-ЦСКА. Это пока на нынешний момент это самая громкая вывеска в российском чемпионате. И поэтому поговорим не только о самом матче в первой части нашей программы, но и о том, что это дерби значит. Я уже неоднократно говорил об этом и писал там, авторскую колонку по поводу дерби ЦСКА-Спартак. На мой взгляд, вот эти игры, ну, в основном, я не скажу, что все они проходят прямо так интересно и ярко, но, во всяком случае, для болельщиков, и не только, кстати, клубов, которые принимают участие в этих матчах, но и вообще для болельщиков, которые любят футбол, конечно, эти матчи стоят особняком. Все-таки в новейшей истории российского футбола, наверное, эти матчи — это квинтэссенция того, чего мы хотели бы видеть в футболе. Это непримиримая борьба на поле, это борьба за результат до последних минут, это неприятие любого результата, кроме победы, это ярость и на поле, и на трибунах, ну, такая хорошая по-футбольному. Понятно, что, к сожалению, есть и негативная, и оборотная сторона этого противостояния. Это ненависть болельщиков друг к другу, это драки, без которых практически не обходится ни одно дерби, не стало исключением и последнее. Были столкновения и накануне матча, и во время матча. Но вы знаете, так как матч начинался в довольно раннее время из-за трансляции в 13:30, за несколько часов до матча, а это было утро, и, в общем, воскресный день, я обнаружил в районе Чистых прудов, где-то в районе 10 утра, уже группы болельщиков, которые собирались на матч. Другое дело, что кто-то из них и горячительным, конечно, заправлялся и так далее, но вы знаете, но вот это ощущение того, что в городе сегодня большой футбол, он присутствует. Да? Люди с шарфами, причем абсолютно разных возрастов, в том числе и отцы с детьми и так далее, готовились к матчу, встречались с друзьями, бурно обсуждали какие-то события. При этом на лавочках рядом располагались и болельщики Спартака, и болельщики ЦСКА. Ну, это, видимо, все-таки те болельщики, которые не выясняют отношения, там, встретившись в городе на кулаках, а все-таки идут смотреть футбол. С некоторыми из них я поговорил. И, вы знаете, вот действительно с этого утра у меня было ощущение большого футбола в городе. В том, что часть этого большого мегаполиса живет ожиданием хорошего большого футбола. И надо сказать, что ожидания эти не были обмануты. Вот что такое противостояние ЦСКА-Спартак. Это действительно то настоящее, что осталось в нашем футболе. Никто никогда на протяжении этих лет, несмотря на всю коррумпированность нашего футобола, о которой говорится, несмотря на все там договорники, о которых часто никогда не заподозрил ни футболистов, ни тренеров, ни кого-то еще в том, что в этом матче может быть какая-то неспортивная борьба. ЦСКА и Спартак — это то, что, наверное,
делает наш футбол все-таки конкурентоспособным. Если в чемпионате есть такие противостояния, принципиальные, яркие, мощные, по-футбольному интересные, я думаю, что будущее есть и у футбола. Ну, одно то, что этот матч, эта вывеска собирает на Лужниках полный стадион, что может похвастаться только еще сборная России, наверное, в таких серьезных матчах, это уже о многом говорит. Вот, на мой взгляд, что такое дерби ЦСКА «Спартак». При этом я подчеркну, что не являюсь там ярым поклонником ни одной, ни второй команды, хотя много друзей у меня, которые за эти клубы болеют и всячески пытаются перетянуть меня на ту или другую сторону. Я все-таки доволен, что в данном случае я нахожусь над схваткой и получаю полное удовольствие от игры и от зрелища, как получил его и в минувшие выходные. Что касается самого матча, ну, конечно, очень интересный, наполненный, по-футбольному насыщенный. Этот матч был, напомню, он завершился в ничью 2-2, это при том, что «Спартак» выигрывал со счетом 2-0, но не сумел удержать. 2 пенальти было назначено в ворота «Спартака», один был не реализован при счете 2-0, второй был реализован уже при счете 2-1. Причем это было сделано уже на дополнительных минутах. Отмечу арбитра этой встречи Карасева. Может быть, в его действиях, как говорят специалисты, и были какие-то ошибки допущены. Но что с назначением первого пенальти, что с назначением второго пенальти, Карасев был абсолютно прав. Пенальти действительно были. Тут спартаковцы могут сетовать и винить только себя. Ну, нельзя так явно нарушать правила в штрафной площадке на последних минутах. Может быть, они надеялись, что Карасев испугается и не даст этот второй пенальти. Но вот надо к чести арбитра сказать, что он не испугался ни переполненных трибун, ни там ответственности и поступил так, как считал нужным. И, на мой взгляд, и на взгляд очень многих, кстати, специалистов, поступил абсолютно оправданно. Кстати, по поводу второго назначенного пенальти не так и сильно и спорили ни болельщики, ни тренеры. Ну, разумные болельщики, так скажем. Конечно, претензии там определенные были к арбитру, но накал встречи и вообще его ход, и то, что Карасеву приходилось принимать очень сложные решения по ходу матча, особенно там, с первым пенальти, когда он не увидел нарушения и дал уже пенальти по подсказке бокового арбитра, на мой взгляд, это высокий класс работы, когда человек следует не тому, там, своему, как он выглядит со стороны, а духу игры. И может признать свою ошибку и исправить ее по ходу игры и так далее. На мой взгляд, это очень все было по-европейски. Так же, как и игра. Единственное, конечно, на мой взгляд, что может не волновать и армейских тренеров, да и тренеров сборной России, это, конечно, очень слабая игра ЦСКА в обороне. Оба мяча были настолько спартаковцами просто разыграны, и настолько были очевидны провалы в обороне, особенно на левом фланге обороны армейцев, что, конечно, это не могут не возникнуть вопросы, на которые надо бы и ответить и тренерам ЦСКА, и тренерам сборной, потому что проблемы очевидны совершенно были в оборонительных редутах армейцев. Да, конечно, честь и хвала армейским футболистам, которые сумели переломить ход встречи, да еще и после незабитого пенальти во втором тайме. И вообще надо сказать, что до забитого мяча спартаковцами у армейцев довольно серьезное территориальное преимущество было, да и преимущество по моментам. Возникали они у ворот Спартака, и армейцы могли рассчитывать на то, что именно они откроют счет. Ну вот так сложилась игра, и честь и хвала, еще раз повторюсь, футболистам атаки, что они сумели переломить ход встречи, сыграть в ничью, но все-таки проблемы в обороне совершенно очевидны. Ну и вот, собственно, эта ничья армейцев теперь делает еще более интересным финиш.
совсем недавно, еще 2 матча назад, 2 тура назад, об армейцах говорили уже фактически о золотых медалистах этого чемпионата. И вот теперь всего 4 очка отделяют их от питерского «Зенита». Ну, впрочем, о других матчах этого тура, где были тоже очень интересные игры, особенно «Анжи» и «Динамо», на котором мы отдельно остановимся. Давайте об этом поговорим уже в следующей части нашей программы.